Привет, YouTube! Сегодня пришел день, чтобы сделать работу над ошибками. Именно сейчас. Я знаю, ты этого не любишь, но иногда невероятно важно анализировать свои решения, чтобы не повторять ошибки в будущем. Поехали. Только в 20 лет я узнал, что такое образование. Давайте погрузимся в прошлое. Мой 11 класс. Ни в начале, ни в конце не представлял, куда мне идти. Я только-только понял, что акцент сделаю на гуманитарных предметах. История, общага, русский. Ближе к концу года под вопросы родителей. Ну что, сынок, а куда дальше? Я начал понимать, что пора выбирать институт, но абсолютно не знал, как это делать. Какие критерии должны стоять у истоков моих решений? Кем я хочу быть в будущем? С той же подачи родителей я понял, основной критерий для юноши – это наличие военной кафедры. Второй – совпадение профиля, то есть наличие нужных предметов по результатам ЕГЭ. Таким образом, всего около 6 вузов по Москве подходили мне. Касаемо моей подготовки к ЕГЭ, она была ужасно посредственной. Я говорю не о качестве учительской поддержки, а о своем отношении к данной процедуре. Мне казалось это все ужасным. Многое требует не понимания, а заучивания, полное отсутствие творческих заданий. По этой причине я постоянно заваливал пробники по каждому предмету. Я не мог психически заставить себя писать по клише. Я стремился передать свои переживания, идеи, касающиеся проблемы. Но сложно было укладываться в рамках ограничений по объему. А чтобы получить хотя бы минимальные баллы, приходилось обращаться к мнению писателей, ученых, опираться на их произведения. Шли годы, бурь-порыв мятежный. Нет, прошлые мечты не рассеяны, там их попросту нет. А я теперь на следующем этапе, куда меня забросила собственная безучастность к жизни. Радует одно, постепенно приходит осознание. Осознание необратимости времени, осознание важности принятия решений, осознание реальной свободы выбора. Возможно, даже нечто оптимистичное открывает свои двери. Но, разумеется, это не связано с текущим получением информации. Извините, но не могу назвать это высшим образованием. Здесь, в вузе, положение вещей практически не изменилось. Те же учителя, те же оценки. Поменялась форма и название. Содержание осталось прежним. Знаете, какое-то время я думал, что я инакомыслящий, диссидент. Неужели мне одному тяжело терпеть ежедневное просиживание штанов, погружение в кучу ненужной, устаревшей, непригодной к практике информации? Но чем больше я общаюсь, тем больше понимаю, что такое негодование окутывает почти всех. Многие до сих пор не знают, куда идти дальше, что делать, если нет знакомых, как зарабатывать деньги. Одни выбирают непрофильную работу, другие уже на ней. Но почему так происходит? Ведь у каждого из нас есть призвание, или по крайней мере та любимая деятельность, которой мы готовы посвятить себя полностью. Но, как правило, она обнаруживается после начала обучения. И в итоге ты становишься на распутье. Пытаешься закончить вышку ради диплома, строишь планы, как переквалифицироваться, или, отчаявшись, смиряешься со своим будущим, принимаешь нелюбимую профессию, семью, жизнь. По-моему, тайна таких неудач кроется в воспитании. И, как правило, существует всего 3 пути развития. Первый таков. Ты поклоняешься своим семейным традициям, становишься врачом, инженером, юристом, как и все в твоей семье. И происходит это чересчур навязанно. Но ты боишься сопротивляться, ты боишься взять на себя ответственность за выбор, думая, а если у меня не получится? Родные будут напоминать мне об этом всю жизнь. Даже если потом ты станешь богатым, возможно, станешь известным, ты по-прежнему будешь несчастным, не почувствуешь умиротворенности, радости достижений, а все потому, что ты изменил себя. Вторая ситуация. Ты не знаешь, куда идти и не идешь никуда. Ты просто тонешь в жизни, в бытовухе, забиваешь на всякие поиски и начинаешь существовать. Есть окружение, есть мир, но нет тебя. Третий случай. Ты знаешь, чего хочешь и идешь за этим, несмотря ни на что. Иногда, доходя до финала, ты понимаешь, что это на самом деле не то, чего ты ожидал. Но в такие моменты ты должен понимать, что ничего страшного в том, чтобы начать все сначала, чтобы ставить новые цели и продолжать искать себя. Это и есть настоящая жизнь. Главное помни, на каком бы пути ты ни находился, всегда есть возможность обнулиться. Единственное, что ты должен осознавать, это честность перед самим собой. Ты должен выбирать такие пути развития, которые действительно тебя привлекают. С детства нужно пытаться находить их, исследовать зову сердца. Постскриптум. Неправильные ценности и ориентиры – это побочные эффекты от социализации. Общество, окружение, пусть даже и близкое, навязывает тебе свое. По этой причине зачастую трудно сделать чистый, независимый выбор. Единственное решение – это брать ответственность и не бояться возможных трудностей на пути к поискам себя. С любовью, Кирилл.